Всем привет, друзья! Очень часто, консультируя людей с другого канала, проводя там психотерапевтические, психологические консультации, я встречаю вопрос: а как нам найти себя в жизни, как найти свое дело в жизни? И тут дошло до того, что я недавно от своей девушки услышал вопрос: как тебе удалось свое мышление перестроить? Она меня спрашивает. Потому что вот у меня, она говорит, никак не получается найти какое-то свое дело в жизни, которое мне будет нравиться. И по сути в этом видео я решил, коротеньком видео, ответить на этот вопрос. Потому что если мы взглянем в наше окружение, то проблема эта, она на самом деле масштабна. Ведь действительно единицы в окружении каждого человека, кто вот смотрит это видео, единицы из их знакомых по-настоящему нашли себя в жизни и могут сказать, что вот да, я занимаюсь каким-то ценным делом, и я им буду заниматься, даже если для меня завтра не наступит. То есть я на правильном пути, я делаю все правильно. Единицы таких людей в обществе. То есть проблема масштабная, а решение на самом деле, оно не такое и сложное. Но ведь большинство людей в жизни, в разные моменты жизни так или иначе задаются этим вопросом: как мне найти в жизни то, что мне нравится? Но находят единицы, как я уже сказал. Быть может, в самом вопросе заложена основная проблема, почему люди себя не могут найти. И действительно, до тех пор, пока мы обращаем внимание на то, как нам найти что-то, что нам будет нравиться, мы себя не сможем найти. То есть сам вопрос исключает возможность нахождения своего пути в жизни. Какой же должен быть вопрос? Чтобы ответить на это, мне необходимо рассказать вам о таком базовом механизме выживания, базовом механизме психики, который присущ любому живому существу, и человеку тем более. Все дело в том, что наш мозг, наш разум, наше сознание всегда стремится лишь к двум вещам. Это либо получение удовольствий, либо избегание страданий. Притом, избегаем страданий мы гораздо более охотно, чем получаем удовольствие. Это эволюционно нам необходимо было для выживания. Если кто-то из наших предков, так скажем, на дереве пропустил бананчик, в этом нету ничего ужасного. Найдем другой бананчик. То есть можно совершить такую ошибку, пропустить что-то хорошее. Но если мы пропустим висящую на дереве змею, это, возможно, будет первая и последняя ошибка в нашей жизни. Поэтому избежать страданий, опасностей, трудностей – это самое первое, что нам необходимо было для выживания. И сейчас наш мозг работает точно так же. Когда мы себе задаемся вопросом: а как найти себя в жизни, как найти свое дело, то, что мне будет нравиться, мы обращаем внимание на тот самый бананчик. И путь к этому бананчику поначалу нас может даже воодушевлять, но у нас практически сразу же включается вот тот самый механизм выживания, который нам показывает, что чтобы чего-то добиться, нам придется побороться, столкнуться с конкурентами, столкнуться с проблемами, пройти через лишения, трудности, недосыпы и так далее. То есть пройти через страдания. И так как мы первым делом избегаем страданий, как-то уже не так и охота лезть за этим бананчиком, в кавычках, если на пути к этому нашему удовольствию, к тому, что нам будет нравиться, висит змея. Следовательно, нам уже как бы ничего и не хочется. Но что же с этим делать? Так как мы избегаем страданий гораздо более охотней, то самая большая сила, которая есть в нас, которая нас будет мотивировать и толкать в жизни вперед, и которая нам будет приносить радость, каждому живому существу, в общем, человеку в том числе, нужна какая-то борьба. Нужна змея, которой мы либо избегаем, либо которую мы побеждаем. Поэтому, чтобы найти себя в жизни, вам нужно обращать внимание не на то, а где я могу получить какое-то удовольствие от жизни. Единственное, на что вам стоит обращать внимание, это на то, какую я проблему могу решить. То есть, если у вас много проблем внутренних, каких-нибудь там психоэмоциональных, в жизни есть проблемы, личные проблемы, либо эти личные проблемы где-то в окружающем мире, от которых вы страдаете. То есть вы видите, что вот есть такой запрос на решение этой проблемы, и от нее страдают многие люди, то решите эту проблему. И решение этой проблемы принесет вам радость. И как раз-таки тот самый момент, когда вы будете понимать, что я сегодня делаю все правильно. Если для меня завтра не наступит, я все равно буду это делать. Если мы взглянем на любого человека, который по-настоящему чего-то добился в жизни, вот любой пример возьмем, ну, кроме тех, кто, пожалуй, там наворовал, такие люди, они, хоть у них есть деньги, но они несчастливые. Люди, которые что-то создают, если мы копнем в их дело, то мы всегда заметим, что они всегда с чем-то сражались. Они нашли какую-то проблему, часто это личная проблема, какая-то личная боль, которую они решили. Решили сначала в себе, после чего помогли решить другим людям. Либо нашли эту боль в обществе, от нее страдали и помогают ее решать. Яркий пример тому, простой очень пример. Недавно работал с девушкой, у которой есть, в общем, свой бизнес. Она на маркетплейсах очень успешно продает, только не смейтесь, тапочки и
сумочки. Вы скажете, ну и что такого? Многие люди перепродажей занимаются, продают сумочки и тапочки. Но тут все не так просто. Это необычные тапочки. Именно поэтому у нее бизнес очень успешный. Она мне когда-то сказала, я всю жизнь мерзла и не могла найти себе зимой тапочек, чтобы в них ходить по дому, которые будут действительно качественные, теплые и удобные. Но не могла найти. Поэтому я решила сделать свой дизайн тапочек. Отдала на производство, мне сделали несколько вариантов, я выбрала те, которые подошли мне, и теперь я эти же тапочки продаю другим людям. То есть она нашла проблему в себе, решила эту проблему личную и потом помогла в решении этой проблемы окружающим людям. То же самое и с сумочками. Именно поэтому ее тапочки гораздо-гораздо востребованнее, чем какие бы то ни было другие. Очень многие люди, я в том числе, открою секрет, столкнувшись с какой-то личной проблемой, решив ее, предлагают решение этой проблемы окружающим людям. И в этом они находят себя. Поэтому самое главное, на что вам стоит обратить внимание, это то, где есть змея, где есть какая-то боль, которую я могу решить. Либо, возможно, когда-то вы ее уже решили в своей жизни, преодолели какую-то проблему, помогите ее преодолеть другим. Абсолютно точно, если она была у вас, она есть и у других людей. Исходя из этого, люди, у которых много страданий, много переживаний, у которых недостаток там, финансовый и так далее в жизни, у этих людей гораздо больше шансов найти себя и свою цель в жизни. По статистике, вот если мы возьмем большой пласт населения, то богатые люди, они идут через поколения, как правило. То есть богатые родители, у них дети достаточно таки беззаботно живут, им ничего не надо в жизни. То есть нету никакой-то боли, которую им надо решать. Все и так более-менее ничего. И, как правило, вот эти дети, они вырастают далеко не успешными людьми. Но зато их дети, которые также испытывают там недостаток в финансах, трудности в общении, там, над ними, возможно, друзья смеются и так далее, у которых есть проблемы, которые решать. Вот их дети, то есть дети бедных, чаще становятся более успешными гораздо, чем их родители, чем дети богатых становятся еще успешнее и богаче, чем были их родители. Не всегда, но в пласте, вот если взять большую выборку, так и происходит. Нас не толкает в жизни, к чему бы то ни было хорошему, что-то хорошее. Такая тавтология несколько. К изменениям в жизни нас приводит только какая-то боль и трудности. И единственное, что вам надо в жизни, это замечать трудности. Чем больше вы их раскрутите, тем больше вероятность, что вы найдете их решение и сможете помочь еще решению другим людям. В одной из книг, я не помню, если честно, название этой книги, к сожалению, потом загуглю, может, вспомню, звучал вопрос, который у многих вызовет отторжение, но именно ответ на этот вопрос, если потребует 10 лет, то это лучше, чем никогда. Вопрос звучал следующим образом. Предлагалось продолжить фразу. «Я существую, чтобы служить, делая что?» Со своей стороны я могу прекрасно ответить на этот вопрос. Я существую, чтобы служить, помогая людям избавляться от их страхов и ограничений в жизни и помогая людям прожить полноценную жизнь, о которой потом не придется сожалеть, что они могли сделать что-то лучше. Вот это моя миссия последние лет, наверное, 10 уже, 8. Вот. Ответив на этот вопрос, если вы существуете, служить, что-то делая, то это автоматом что-то востребованное. Если вы делаете что-то востребованное, то понятное дело, что вы решаете какую-то боль. Решая эту боль и делая что-то востребованное, у вас всегда будет все неплохо с финансами. И вы будете чувствовать то самое счастье. Вы найдете в борьбе то, что вам будет нравиться. Но обращая внимание на бананчик, который висит на ветке, на пути к нему всегда будет змея. Обращайте внимание на змею, которая стоит у вас за спиной, которую нужно победить для того, чтобы дальше жить. Вот. Как-то так, друзья. Думаю, вот многие пытливые умы, которые осознают этот механизм, либо получения удовольствия, либо избегания страданий, на самом деле смогут перекроить всю свою жизнь. Вот как угодно. Потому что это действительно именно то, что нас толкает вперед. YouTube могут закрыть, но если что, там все ссылочки на другие соцсети будут в описании, чтобы мы с вами не потерялись. Спасибо, что вы мне есть, спасибо, что вы меня смотрите. С вами был Шастин Егор. Постараюсь почаще на этот канал видео записывать. Помогаю вам жить, а не существовать. До скорого, друзья. Пока-пока. Побеждайте змею. И не гоняйтесь за бананчиками, потому что это не даст вам того стимула, чтобы на самом деле жить и чувствовать себя счастливым человеком. Пока-пока. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can